Вы на канале «Это вкусно». Сегодня я буду готовить очень вкусную, ароматную и простую закуску – вяленые сливы. Кроме того, в сезон слив это получается очень бюджетная заготовка, но зато всю зиму вы сможете наслаждаться ее изысканным вкусом. В конце я расскажу, в каких блюдах я использую вяленые сливы. Итак, у меня сегодня 1,5 килограмма слив, соль, сахар, тимьян, орегано, красный базилик, чеснок и оливковое масло. Сливы должны быть плотные, не перезревшие, иначе они просто расползутся. Сливы нужно промыть и просушить, затем разрезать и удалить косточку. Обязательно подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять этот рецепт, и нажмите на колокольчик, тогда вы точно не пропустите следующие видео. Решетку застилаю пергаментом и выкладываю сливы. Лучше это сделать сразу на 2-3 противнях. Время сушки одно и то же, а вкусного продукта в разы больше. Сливы нужно слегка присолить и посыпать сахаром. Количество сахара зависит от сладости слив. Если слива у вас кисловатая, то сахара добавьте больше. Теперь посыпаю сливу сушеными травами. У меня это тимьян, орегано и красный базилик. Вы можете добавить свои любимые специи. Ставлю в духовку на режиме верхний и нижний нагрев с конвекцией. Температура 80 градусов. Дверцу в духовке держу приоткрытой. Время сушки зависит от размера и сочности ваших слив. У меня сливы высушились за 5 часов. Сливы остыли. Вся влага с них вышла, но они довольно мягкие. Я не люблю сильно пересушенные. Вес слив после сушки получился 360 граммов. В таком виде их можно сложить в пакет и заморозить, а потом доставать при необходимости. Но я буду заливать их оливковым маслом. У меня на канале есть замечательный рецепт вяленых глинтвейн груш, которые я готовлю каждый год, потому что они очень вкусные. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Нарезаю тонкими слайсами чеснок, укладываю сливы в стерильные банки, укладываю достаточно плотно. Добавляю еще немного сушеных специй, чеснок, укладываю его в баночку поверх слив. И если сливы у вас после сушки получились кисловатыми, то можно добавить чайную ложку сахара. Оливковое масло переливаю в ковшик и ставлю на плиту. Его нужно хорошо прогреть. Горячим маслом я заливаю сливы. Масло я рекомендую обязательно прогревать. Во-первых, так лучше раскрывается аромат специй и чеснока, а во-вторых, сливы и чеснок проходят процесс пастеризации, и ваши заготовки будут прекрасно храниться при комнатной температуре. Оливковое масло можете заменить обычным растительным, но я обычно этого не делаю, так как потом добавляю это ароматное масло в салаты и маринады. Даже просто макать в него свежий хлеб очень вкусно. Закрываю крышкой банки и переворачиваю до полного остывания. Укутывать не нужно. После того, как остынет, можно пробовать. Вяленые сливы очень хорошо подойдут к мясу, их можно добавлять в салаты. Мне нравится добавлять их в теплый салат с куриной печенью. Вяленые сливы хорошо в фуршетных закусках, очень вкусно с ними получается брускетта. Поэтому обязательно приготовьте их, не пожалеете. Мои любимые рецепты заготовок на зиму смотрите в этой подборке, все очень вкусно. Понравился сегодняшний рецепт? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал «Это вкусно».